Всем привет! Российские таксопарки заставляют покупать новые москвичи, чтобы появилась очередь за новинками. Ситимобил и Яндекс.Такси ведут переговоры о покупке 10 тысяч доступных седанов. Хотя в этом году завод «Москвич» соберет лишь 600 дорогих кроссоверов. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Уже сейчас некоторые нормальные дилеры в России, чтобы иметь хоть какие-то продажи, распродают остатки иномарок по адекватным ценам. Их немного, но они есть. Посмотреть все горячие предложения вы можете, перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте Автоспот в поиске интересующий вас автомобиль, и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, Автоспот поможет сэкономить вам деньги. Ссылку на автомобили с адекватной ценой я оставил в описании, пользуйтесь. Не успели первые москвичи сойти с конвейера, как сразу появились желающие их купить. Правда, согласились покупать после убедительной просьбы. Переговоры о покупке с московским заводом ведут таксопарки Ситимобил, Яндекс.Такси и другие. Столичные власти заявляют, что отрасль нуждается в новых машинах, но из-за западных санкций многим компаниям сейчас нечем освежить автопарк. Самый современный таксопарк в Европе в Москве. Там средний возраст автомобиля 2,5 года. В провинции же другая ситуация. Для столицы этот вопрос не так актуален, как, например, для остальной России, где средний возраст автомобиля такси свыше 5 лет. Хотя ресурс можно и продлить, но это просто становится невыгодным. Таксопарки и другие компании в свою очередь заявляют, что китайские кроссоверы «Москвич» за 2 миллиона невыгодно брать, и они будут ждать от «Москвича» более доступные седаны. Иначе закупят автомобили напрямую у Китая. Посмотрим, как столичные власти уговорят таксистов. Для работы такси нужны очень надежные машины. Они должны выдерживать большой пробег и сложные условия эксплуатации, когда автомобиль гоняет чуть ли не 24 часа в сутки. Проверка китайского москвича в таксопарках будет на руку обычным покупателям. Это поможет выявить слабые места машины и, может быть, внести изменения в конструкцию, чтобы сделать ее лучше. Если новый москвич сможет работать в такси и не ломаться, значит его действительно можно покупать и простым автолюбителям. Ну и обещанная мною шутка юмора. Муж жене: «Сарочка, дорогая, а диалог еще возможен или ты уже однозначно права?» А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Снизит ли «Москвич» цены для такси? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните: за одну ночь нельзя изменить жизнь, но за одну ночь можно изменить свои мысли, которые навсегда изменят твою жизнь.